Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Пока Konami неохотно добавляет новый контент в рамках 5-го сезона для eFootball 2023, предлагаю обратиться к будущему обновлению до eFootball 2024. Ведь пока соответствующие слухи и новости появляются, почему бы нам с вами не обратить на них внимание, учитывая, что они касаются немаловажной составляющей игры, а именно геймплея. Да, вы все правильно поняли, Konami продолжает работать над геймплеем, продолжает его обновлять каждую новую неделю, и глобальное обновление до 24 части не станет исключением. Сегодня обсудим все слухи, которые касаются геймплея в eFootball 2024, ну и сделаем соответствующие выводы. Перед началом не забывайте поддерживать это видео своими лайками и комментариями, и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Уже традиционно возвращаемся к разного рода слухам от Ренана Гальвани, и этот случай не станет исключением, ведь именно он поделился новостью о том, что в студии думают насчет геймплея. Не вижу смысла абстрактно рассказывать о его словах, поэтому постараюсь процитировать. Итак, в своем твиттер-аккаунте Гальвани пишет: «До меня дошла информация, что изменение геймплея с обновлением до eFootball 2024 будет значительным. Я также слышал, что в Японию поступило много жалоб касаемо последующих обновлений игрового процесса, и в то же время немало похвалы геймплея eFootball 2022 апрельской версии 1.0.0. И я не исключаю, что значительное изменение геймплея будет возвращением к чему-то похожему, что было в версии 1.0.0, когда игра была самобытной, нежели сейчас, когда она старается подобать PES. Стоит признать, что перевод в каких-то местах вольный, интерпретирующий, но суть, я думаю, все поняли. В студии известно о недовольстве со стороны игроков касаемо игрового процесса, и, судя по всему, с обновлением до сезона 23-24 нас опять же ждет изменение игрового процесса. Но перед тем, как приступить к этой дискуссии и в целом поделиться собственным мнением, я спрошу у вас, а вы помните вообще, какой был геймплей с версии 1.0.0? Стоит признать, что геймплей был и вправду неплохим, но все воспоминания, которые у меня всплывают на уме, так это те многочисленные моменты, когда в каких-то очевидных ситуациях игроки банально не могли нормально попасть по воротам. Возможно, это я тогда попасть не мог, либо это были условности тогдашнего игрового процесса, но именно геймплей версии 1.0.0 такими моментами мне и запомнился. И, соответственно, вопрос, а каким он запомнился вам, и насколько вы хотите такого геймплея. Но возвращаясь к дискуссии о тогдашнем геймплее, все же стоит отметить, что именно в версии 1.0.0 и предыдущих версий 0.9.0 геймплей тогда и вправду был, несколько самобытнее, что ли. Он пытался привнести какие-то элементы ручного управления, и это было заметно невооруженным взглядом, чего стоит оборонительная игра в версии 0.9.0, 0.9.1 и так далее. Естественно, с версии 1.0.0 это все, конечно, исправили, обновили, но тогда это все еще игралось как-то тяжеловато. И по истечению времени некоторые из игроков справедливо отмечали, что с каждым последующим обновлением наблюдается какая-то тенденция по упрощению этого самого геймплея. Где-то подобные замечания были более чем актуальными, а где-то, как лично мне кажется, возможно, не в полной мере. Но факт остается фактом, что Konami все еще пытаются нащупать ту самую золотую середину, когда им бы самим нравился геймплей их собственного проекта, и в то же время игроки им были более чем довольны. Ну а в комментариях же под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего услышанного, что вы думаете насчет потенциальной смены геймплея, обратный курс к тому, что было чуть раньше, насколько это хорошо или плохо. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, поскольку это способствует продвижению как видео, так и канала соответственно. Подписывайтесь на сам канал и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за вашу активность, услышимся уже очень и очень скоро. Всем пока!